Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить вот такую красивую, связать нежную, очень красивую ажурную джемпер от бразильских мастериц. Посмотрите, какой у нее необычный ажур, очень приятный. И цвет такой тоже очень приятный, такой нежно-розовый цвет, немного с сиреневым таким каким-то оттенком, да. И, в общем-то, интересная очень модель. Сразу она мне понравилась, и я решила, что надо сделать мастер-класс по ней. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Описание было на иностранном языке, но я составила, как всегда, свое описание. Естественно, выбор пряжи за мной также. Спицы подобрались. Я вяжу в сегодняшнем мастер-классе образец, как всегда, и мое подробное объяснение, сколько петель набрать, как распределить узоры, и все описание, как всегда, будет под видео выложено, мои хорошие. Итак, начинаем с выбора пряжи. Для вязания джемпера я выбрала пряжу Alize Кашемира Pura Wool. Турецкая пряжа, в ее составе в 100 грамм 300 метров, и это стопроцентная шерсть. Очень мягкая мериносовая шерсть. Вот. Совершенно она не колется абсолютно. Очень-очень мягкая. Честно вам говорю, девочки, абсолютно не колется. Так, и вот так выглядит наш узор. Спицы я использовала 3,5. И узорчик у нас тут 2 раппорта в ширину и 2 раппорта в высоту. Легко очень вязать. Вяжем только лицевые ряды. Изнаночные, как смотрят, петли. И поэтому узор значительно облегчается. Итак, сейчас я показываю вам схему, выкройку, и, как всегда, мы будем делать с вами подробное описание. Схема узора включает в себя в ширину 12 петель и 28 рядов. И вот она красным раппорт выделен. Да? Для симметрии добавляем еще одну изнаночную все время с левой стороны. Условные обозначения довольно простые и распространенные. Как вязать я буду показывать порядно, поэтому я не думаю, что это вызовет у вас какие-то вопросы дополнительные. Вот. Единственное, что может вызвать у вас вопрос, как вязать вот этот элемент. Да? Я показываю его, как его вязать в своем мастер-классе. Это словами не расскажешь. Да? Теперь, что касается выкройки. Девочки, я выкройку, вот такая родная выкройка была, да, интересная. Ну, как видите, спущенный рукавчик у нас, да, обычная очень простая выкройка. Я, конечно, как всегда, выбрала свою выкройку для удобства, потому что я люблю пользоваться удобными выкройками. Вот такая выкройка у меня. И составила я описание по этой выкройке. Джемпер такой немного свободный, как вы видели на модельке, поэтому размерчик у меня здесь 44-46 на этой выкройке присутствует. Вы без труда сможете сделать любой размер, какой вам нужно, и пересчитать петельки. Как это сделать, я сегодня объясняю в своем мастер-классе после того, как мы свяжем с вами образец. Вот, поэтому кому нужно, делайте скрин этой выкроечки, вот, и ставьте здесь свои размерчики, свои мерки. Длину немножечко можно изменять, ширину. Как сделать пересчет, вообще элементарные, простые арифметические действия, все показываю в мастер-классе. Смотрите внимательно. И вот такое вот мое описание.
изысканный джемпер красивым ажурным узором назвала, да, про то, что 44-46 размер повторяюсь, стопроцентная шерсть у нас используется, метраж я уже его показывала и саму пряжу показывала, расход общий на изделие для данного размера 500 грамм, спицы используем 3,5. И еще понадобятся круговые спицы, тоже 3,5, можно взять троечку, для того, чтобы обвязать вырез горловины. Плотность вязания определяем мы с вами в процессе вязания. Сейчас я не буду об этом повторяться. Далее, описание вязания тоже я, конечно же, зачитывать не буду, поскольку оно будет выложено в свободном доступе под видео. Пользуйтесь, девочки. И заостряю я внимание всегда на вертикальной плотности, о которой многие мастерицы любят забывать. Да? Зачем она нужна и для чего мы ее будем использовать в своем описании, я подробно рассказываю в сегодняшнем мастер-классе. Смотрите, девочки, до конца. А сейчас начинаем с вами вязать наш ажурный узор. Значит, будем вязать по схеме 2 раппорта. Раппорт у нас 12 петель. Соответственно, набираем, значит, 24 петли, 2 кромочные и 1 петля будет для симметрии изнаночная. Итого 27 петель. Начинаем с первого ряда вязать. Я уже связала 1 раппорт. Сейчас по 2 раппорт свяжу вместе с вами. Первый ряд вяжем. Первая изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петельками, поэтому я меняю их местами, так чтобы у меня вторая была поверх первой. Делаем накид, 2 изнаночные. Затем, смотрите, 3 петли будем вязать сейчас следующим образом. Третью накидываем на первые 2 и спускаем. И вот эти 2 вяжем как лицевая накид, лицевая. То есть из 3 3 связали. Далее опять идут 2 изнаночные, накид и 2 лицевые. Это был первый раппорт. Вяжем второй раппорт. Снова изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 изнаночные, снова из 3 3 делаем, третью накидываем на первые 2, отпускаем, вяжем лицевая, накид, лицевая. Далее опять идут 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная для симметрии и кромочная. Все четные ряды будем вязать, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. Третий ряд. Вяжем изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали 1 раппорт. Девочки, я второй раппорт не буду показывать, это то же самое. Опять начинается изнаночная, накид и так далее. Да? Для симметрии в конце ряда мы вяжем всегда изнаночную. Вот она у нас по схеме идет, и все. А все изнаночные ряды вяжем, как смотрят петли. Все. 5 ряд. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. Далее вяжем из 3 3, да, в третью накидываем на первые 2 и вяжем лицевая, накид, лицевая. Опять идут 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связали. Повторяем раппорт. 7 ряд.
Первая идет изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт узора. 9 ряд. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, вяжем из 3 3, третью накидываем на первые 2, лицевая, накид, лицевая, опять 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт. 11 ряд вяжем. У нас первый идет изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт. 13 ряд вяжем. Первая изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связали. Повторяем раппорт. 15 ряд вяжем. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и изнаночная. Связали раппорт, повторяем раппорт. 17 ряд. Первая изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Раппорт связали. Вяжем второй раппорт. 19 ряд вяжем. Итак, у нас первая будет изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И далее идут, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, девочки, лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Связали раппорт полный. Вяжем второй раппорт. 21 ряд. Вяжем. Первая будет изнаночная, далее лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Связали раппорт. Вяжем второй раппорт. 23 ряд. Вяжем первая изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт. 25 ряд. Вяжем раппорт. Первая изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт. 27 ряд. Вяжем. Изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Связали раппорт. 28 ряд вяжем, как смотрят петли. На этом раппорт заканчивается и начинается снова вязание узора с первого ряда. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца и замерить его плотность. Так, делаем горячим паром на наш образец. Вот так воздействуем. Он становится мягким, податливым. Тянем его во все стороны активнейшим образом. Так. Расправляем его. Так. Еще разочек. Все, девочки, оставляем сохнуть. Теперь наша задача измерить образец, его ширину и высоту. Для этого прикладываем линеечку. У меня вот 16 сантиметров получается. 16. Мы набирали 27 петель. Делим 27 петель на 16 сантиметров. 1,68. Ну, честно сказать, это будет в сторону округления 1,7. То есть в 1 сантиметре 1,7 петель у нас умещается. Теперь по вертикали делаем то же самое. Значит, мы с вами, у меня тут 2 раппорта, да, и у меня получается, смотрите, 20 сантиметров. Да, 20 сантиметров. 2 раппорта составляют 56 рядов. 56 рядов делим на 20 сантиметров. Получаем плотность по вертикали 2,8. То же самое записываем. В 1 сантиметре 2,8 ряда. Так, и все. Сейчас понадобится нам выкройка, чтобы правильно распределить узор, посчитать петли, все подробно. Итак, сейчас наша задача вот по этой выкройке составить описание. Значит, начинаем мы, как всегда, с того, что определяем, сколько петель нам надо. Ширина спинки и переда составляет 51 сантиметр. Давайте с вами 51 сантиметр умножим на нашу плотность 1,7. 51 на 1,7 будет у нас 87 петель. Так, 87 петель надо распределить красиво узор, чтобы симметрично получилось. И, как помните, раппорт узора составляет 12 петель, да? И мы сейчас с вами это сделаем.
Значит, 12 петель. Значит, 87 делим на 12, получается 7 целых раппортов. Да? И, как вы помните, я всегда рисую схематично, чтобы было доступно и понятно, как расположить петельки. Представьте, что это ваш наборный ряд, вот эта линия, и 7 раппортов я располагаю по 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? По 12 петель. При этом у нас должны с вами обязательно быть кромочные петельки, да? Одна кромочная справа, одна кромочная слева. Ну и как вы помните, мы вязали обязательно для симметрии с левой стороны, включаем в узор изнаночную петельку, да? То есть вот здесь я с левой стороны пишу одна изнаночная. Все, мои хорошие. Вот у нас с вами получается вот такой расклад попетельный. Давайте посчитаем. 12 умножить на 7 раппортов, это будет 84 петли, да, плюс 2 петли кромочные и плюс 1 петля для симметрии. 87 петель в итоге получилось, да. Теперь что нам делать, если, предположим, размер не совпал с 44-46, вот этот вот мерки, и, предположим, нужно 48 размер, да. Ну, на 48 размер рекомендую вам приблизительно 54 сантиметра ширину взять спинки и переда. И давайте попробуем также попетельно для примера разобрать. Предположим, 54, и мы умножаем все на 1,7 плотность, получаем, девочки, получаем 92 петли, да? 92 петли. Надо, чтобы было, наверное, нечетное число. Давайте 93 петли. Так, не 91, лучше побольше. Так, 93 петли. И также мы эти 93 петли поделим на 12 петель, число петель раппорта. Получается также, девочки, 7 раппортов у нас. И, значит, 7 раппортов по 12 петель. И я предлагаю ликвидировать вот эту вот недостающие, не ликвидировать, да, а добавить недостающие петли за счет изнаночных петелек справа симметрично и слева, да, то есть вот таким образом предлагаю решить вопрос. То есть, смотрите, получится тот же костяк 87, то есть из 93 петелек отнять 87, вот 6 петель. 6 петель, то есть по 3 петли справа, по 3 петли слева изнаночных. Все, добавляйте. Это будет мало заметно, но добавит вам ширины немного полотна вязаного. Так, с этим тоже решено. Аналогичным образом, девочки, вы поступаете с любым другим размером. Предположим, ширина у вас будет на 50, допустим, размер, 57, даже 50 на 52, 52 размер, возьмем 57 сантиметров в ширину спинки и переда. 57 на 1,7 получится вот 97 петель, да. Давайте 97 поделим на 12, да. Смотрите, здесь у нас целиком умещается 8 раппортов плюс 3 петли, да. Вы поняли, это одна для симметрии, 2 кромочные, да. И в итоге, смотрите, 8 умножить на 12, это будет 96 и плюс 3. Итоговое число, это будет 99 петелек. Будем набирать, да? Вот так вот, девочки, решается вопрос с расчетами на другие размеры. Теперь, что касается, как нам с вами для нашего размера, конкретно для примера показываю, распределить, сколько у нас петелек придется на плечо, сколько петелек придется на горловину, да? Для этого, смотрите, что я делаю. Я те же вот эти мерки, плечо на выкройке 16 сантиметров. Мы умножаем на 1,7 плотность, получаем, девочки, смотрите, 27 петель, да? Вот я их записала уже, 27 петель. И, естественно, арифметические простые действия делаем из наших 87 петель общих, да? Отнимаем 2 плеча по 27, это будет 54 петли. И получаем, что на горловину остается 33 петли. Все, записала, все легко, да? Хорошо.
Теперь, что касается рукавчика. Смотрите, рукавчик у нас с вами внизу написано 13 сантиметров. Да? Давайте 13 сантиметров умножим на 2, это половинчатый размер, да? И умножаем на нашу плотность 1,7. Вот смотрите, 44 петли по низу набираем для резиночки 1 на 1 и вяжем высоту приблизительно 4 сантиметра. Далее переходим на ажурный узор. Предлагаю здесь тоже разобраться с нашим узором, чтобы он красиво, эстетично смотрелся, да? И предлагаю вначале попробовать, ну я уже устно посчитала, 12 умножить, если 3 раппорта, то это будет 36 петель. Это мало, да, 36, а у нас 44. Давайте возьмем 4 раппорта. 4 на 12, это будет 48 петель. И 3 петли наши, 2 кромочные плюс 1 досимметрия, это будет 51 петля, девочки. Поэтому, смотрите, в последнем изнаночном ряду резиночки предлагаю прибавить недостающие 7 петелек, равномерно их как бы, да, прибавить. И распределить узор, 4 раппорта получится у нас, на 51 петельке. Да? Вот вы сделали и начали формировать сразу скос. Сразу с первого ряда ажурного узора делаем скос. Я уже посчитала здесь тоже с расчетом плотности. Самая широкая часть рукавчика составит 61 петлю. И, естественно, 61 петлю отнять 51 петельку, получится 10 петель, надо всего прибавить. Вот такой небольшой будет скос. Ну, естественно, симметрично справа, симметрично слева, да, по 5 петель. И теперь, как нам сделать через равные интервалы прибавки, я сейчас расскажу, как расчет скоса делается. Смотрите, я уже посчитала, что высота ажурного узора, начиная от планки до окончания рукава, будет составлять 42,5 сантиметра. 42,5 сантиметра я умножила на нашу вертикальную плотность. Помните, мы ее считали 2,8, да? Смотрите, значит, получаем 42,5 умножить на 2,8, это будет, девочки, 119 рядов, да? И 119 рядов мы будем делить с вами на 5 петель, которые надо прибавить. Получится, смотрите, ну в каждом 23 ряду, грубо говоря, будет идти прибавка. В каждом 23. Раньше закончится, можно чередовать. Можно делать в каждом 23, чередуя в каждом 24 ряду прибавку, да? И тогда вы выйдете ровно на 119 рядов. И здесь закроете петельки. В общем, вот таким образом у нас расклад по прибавкам, по скосу идет. Смотрите, мои хорошие, обязательно включайте в расчеты вертикальную плотность и руководствуйтесь не сантиметрами при вязании, а вертикальной плотностью. Посмотрите внимательно, у нас высота от низа изделия до рукавчика составляет по выкройке 40,5 сантиметров. И в рядах мы это должны посчитать. 40,5 умножить на 2,8, это, девочки, будет 113 рядов. Вот вычисляйте 113 рядов. Это очень легко, можно с помощью раппортов распорядиться, чтобы ориентация была более удобная. Да? Смотрите, у нас раппорт составляет 28 рядов. Для этого мы 113 рядов поделим на 28, и я вам могу сказать, что это целых 4 раппорта у нас умещается в высоту. То есть вот мы связали с вами 4 раппорта в высоту, на этой отметке у нас будет идти пройма рукава. Понимаете мою мысль, да? Также можно определить общую высоту изделия, да? Вот у нас общая высота изделия 40,5 плюс 18 сантиметров, 45 плюс 18 пройма. Это будет 58,5 сантиметров общая высота. И также мы ее измеряем в вертикальной плотности.
на 2,8 умножаем. Получаем, общая высота изделия составит 164 ряда. То есть, о чем это говорит? Это о том говорит, что закрывать петли плеча мы будем на высоте 164 ряда. Вот и все. Обязательно это надо учитывать в вязании. Так, ну то же самое касается выреза горловины, да, 52 сантиметра у нас от низа до выреза горловины, также выражается в рядах. 52 умножить на 2,8 плотность по вертикали, это будет 146 рядов. То есть начинаем с вами формировать вырез горловины по переду на высоте 146 рядов. Все. Собственно, вот все, что я вам хотела рассказать, мои хорошие. Все попетельное это описание я сейчас напишу и выложу под видео для вашего удобства. На любой другой размер вы можете аналогичным образом пересчитать. Это несложно сделать, это простые арифметические действия, не требующие каких-то особых математических знаний. Да? Ну а я с вами, девочки, прощаюсь и на этом мастер-класс завершаю. И до новых встреч. Удачи вам!